Давным-давно всеотец Один объединил миры. Он поверг своих врагов и заточил их в 10-й мир. Затем он обрубил ветви, которые соединяли эту тюрьму с мировым древом, и оставил ее дрейфовать в изгнании. На протяжении веков этот мир пребывал в спячке, но он не исчез. Пока таяли льды, возникали и исчезали царства 10-го мира без присмотра богов. Когда Один услышал, что его враги вновь набирают силу, окинул он взглядом Мидгард и послал своих валькирий отыскать в нем величайших воинов. Мертвые, они возродятся вновь. В Вальхейме. Сегодня мы поговорим о лоре Вальхейм и о скандинавской мифологии в частности. А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. А начнем мы с того, как устроен мир в скандинавской мифологии, как он появился и что из себя представляет. Происхождение мира и кто такой великан Ymir. В игре упоминается Ymir в виде предмета плоти мира у торговца. Больше игра не дает о нем никакой информации, но в мифологии великан является очень даже значимой фигурой. Ymir – первое живое существо, инеистый великан, из которого был создан мир. Он произошел из льда и Левагора, водяных потоков, идущих из Нифельхейма. Под левой рукой его выросли мужчина и женщина, а от его ног родился шестиголовый великан Трудгельмир, прародитель рода великанов Йотунов. Ymir, древнейший великан, пустившись в странствие по 12 рекам, увидел в туманах очертания еще одного существа. То была громадная корова по имени Аудумла. Ymir лег рядом с ней и попил ее молока. Из изморози, упавшей на землю, возникли и другие существа, дочери Иния. Ymir женился на одной из них и дал начало роду великанов. Однажды Ymir заметил, что Аудумла дышит на глыбу льда и лижет языком то место, на которое подышала. И чем дольше она лизала, тем отчетливее под ее языком вырисовывалась фигура, не похожая на великанью, несравненно более стройная и красивая. Разглядев нарождающееся существо, Ymir возненавидел его за красоту. Аудумла продолжала лизать глыбу, и наконец на свет вышел совершенно законченный человек. Ymir испытывал к нему такую ненависть, что был готов убить тут же, на месте. Но он знал, что за это Аудумла перестанет кормить его своим молоком. Бури звался человек, появившийся из ледяной глыбы. Бури первый из героев. Он тоже был скормлен молоком Аудумлы. Бури женился на дочери древнейшего великана и имел с ней 3 сына – Одина, Вё и Вилли. Но Ymir и сыновья Ymira ненавидели Бури и в конце концов убили его. Тогда разгорелась война между Ymиром и его сыновьями и сыновьями Бури. Один с братьями сумели уничтожить Ymira. Ymir был так огромен, что в крови, хлынувшей из его ран, потонули все остальные великаны. Утонула и корова Аудумбла. Лишь одному из внуков Ymira, Бёргельмиру, удалось построить лодку, на которой он и спасся вместе со своей женой. Убив великана, братья сотворили из него мир. Из плоти сушу, из крови воды, из костей горы, из зубов скалы, из волос лес, из мозга облака, а из черепа небесный свод. Каждый из 4 углов небесного свода новые боги свернули в форме рога, и в каждый рог посадили по карлику. В северный Нордри, в южный Судри, в западный Вестри, а в восточный Аустри. Боги не хотели, чтобы сотворенную ими землю заселили жестокие великаны, потомки Бёргельмира. Поэтому они окружили середину земной тверди стеной из век Ymира и назвали это место Мидгард, Срединный мир. Игдрасиль. Существует 9 миров, над которыми простираются ветви древа Игдрасиль. Игдрасиль соединяет небо, землю и подземный мир. На небе находится Асгард с верховным богом Одином и рай для доблестно павших воинов, называющийся Вальхалой. Под землей царство мертвых Хельхейм. В центре округлой земли расположилось обиталище людей, Срединный замок, Мидгард. На пустынных, каменистых и холодных окраинах Мидгарда Утгард и Йотунхейм, страна великанов. Землю омывает океан, в глубинах которого пребывает чудовищный змей Йормунганд. И вот мы подходим к истории игры. Как мы узнали, на древе жизни Игдрасиль располагается 9 миров, а Вальхейм 10-й мир, аккуратно вплетенный разработчиками игры, особо не задевая мифологию, но тесно связанный с ней. 10-й мир был создан, как и прочие, из тела великана Ymira. В начале своего существования Вальхейм размещался под ветвями мирового древа. Но, как мы узнаем из вступления, Один обрубил ветви древа, и мир ушел в свободное плавание по космосу. Но почему так произошло? Вальхейм долгое время спокойно существовал и развивался, как и другие миры. Его территорию населял гордый и благородный народ, отголоски жизнедеятельности которого мы до сих пор встречаем в игре. Согласно одному из рунических камней, этот народ преуспевал в строительстве и горном деле, но гордыня их погубила и привела к войне с богами.
Они бросили вызов самим богам и объявили войну ассам и ванам, не оставив себе шанса на выживание. Великий Один сравнял их города с землей, а Локи поджег шахты. Могучий Тор разрушил их башни, а Фрейя засеяла их поля солеными слезами. Почему именно народ Вальхейма начал войну, непонятно, но известно, что одним из ключевых событий в скандинавской мифологии был вооруженный конфликт между группами богов – ассов и ванов. Возможно, что в эту войну народ Вальхейма и ввязался. В процессе масштабного доминирования ассов и конкретно Одина на территории всех миров Всеотец решил сделать из Вальхейма тюрьму для своих бессмертных врагов, называемых теперь падшими. Падшие, в свою очередь, это величайшие существа из ванов, великанов и древних существ, которых нельзя было убить. Перед тем, как заточить их в тюрьму, Один уничтожил все население Вальхейма. А после, чтобы совсем уж избавиться от врагов, он обрубил ветви Игдрасиля, и Вальхейм удрейфовал из знакомой нам мифологии. Гордые воины Вальхейма превратились в болотных монстров-драугров, которые и после смерти не прочь блеснуть своими боевыми навыками, а обычные жители, преступники и дети в других разношерстных монстров по типу грейлингов, грейдворфов, духов, призраков и других. И что в итоге? Враги в клетках, мир в изгнании, все замечательно, все по плану. Но так что же тогда мы тут забыли? Падшие начали набираться сил, и Один отправляет Валькирии найти сильнейших воинов, которые должны сражаться с падшими и ослаблять их. А наградой вам и таким же воинам будет место в Вальгалле. Один постоянно присматривает за вами. По небу носится Тор, раскидывая молнии. Там же в небе нависает та самая отрубленная ветвь Игдрасиля. И Ворон Хугин объясняет вам, что делать. А вы движетесь вперед, чтобы заслужить место в Вальгалле. А пока на этом все. Напишите в комментариях, что вам еще известно о мире Вальхейм, и поделитесь вашими впечатлениями от игры. Ставьте свои викингские лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и пока.